Привет! Прошло достаточное количество времени с момента публикации пилотного выпуска. Именно поэтому сегодня я хочу представить вам вторую часть рубрики «За бугром», самые интересные и необычные скейты с Indiegogo и Кикстартера. Первый электроскейт — это Z-Board. Необычен он тем, что управляется без пульта, а просто перенесением вашего тела назад или вперед. Похожее можно было видеть на Segway, к примеру, либо на гироскутере. Также у этого электроскейта сразу стоят колеса, предназначенные для бездорожья, что позволит вам ездить не только по городу, но и по брусчатке и даже пересеченной местности по типу листвы, либо утрамбованной земли. По поводу его технических характеристик, максимальная скорость его составляет 32 км в час, дальность целых 38 км, мощность моторов 1000 Вт, а его вес не превышает 8,5 кг. Второй электроскейт является монстром, потому что он имеет 4 колеса достаточно внушительных размеров, а мощь его 4 двигателей составляет 3400 киловатт. Этот малыш может разогнаться до 45 км в час за 1,9 секунд, что является его пиковой скоростью. Запас хода у него на 15 км в час, а заряжается от 0 до 100% он за 2 часа. Четырехприводный электроскейт с такими характеристиками — это, конечно, очень круто, но есть у него один внушительный минус. Если разработчики ничего не перепутали на своем сайте, то их чадо весит 39 килограмм, что слишком много для электроскейта, как по мне, даже с такими характеристиками. Ведь 39 кило — это примерно половина веса среднестатистического мужчины. Не знаю, оправдывают ли его технические характеристики такой вес, но это уже решать каждому. А пока мы переходим к третьему. А дека нашего третьего участника выполнена из солнечной батареи. К сожалению, проект забросили еще 2 года назад, но концепция интересная. Возможно, таких электроскейтов есть в будущем жизнь, потому что, судя по прототипам, оно работает и достаточно неплохо. Но, к сожалению, пока что разработчики забросили этот проект. Достаточно практичный и необычный по своему внешнему виду электроскейт от компании iRide. Как уверяют нас разработчики, у него вполне обычные характеристики по дальности хода, скорости и прочему, но его особенность — это то, что он может спокойно крепиться к вашему рюкзаку, и вы можете носить его где угодно. Фишка по мне так прикольная, но, к сожалению, и этот проект разработчики забросили уже как год. Надеюсь, они все-таки его восстановят, допилят, выпустят, потому что прототипы, опять же, были рабочими и вполне прикольными. Буду следить. Следующий электроскейт вы можете купить прямо сейчас, и это, как уверяют нас разработчики, первый в мире электроскейт, который имеет 2 мотора, но их можно использовать по отдельности. То есть во время обычной езды вы используете один мотор, а когда перед вами какой-то очень крутой подъем и вы хотите забраться на него поскорее, то вы включаете второй мотор и таким образом поднимаетесь с гораздо большей скоростью, но тратите большую энергию. Не знаю, насколько практична эта функция, но как факт это прикольно. Также этот электроскейт имеет очень-очень гибкую деку из-за распределения аккумуляторов по всей длине скейта. Немного о его технических характеристиках. Модель с 2 моторами весит почти 8 кг, ее пиковая скорость составляет 38 км в час. К сожалению, о максимальном расстоянии на одной зарядке производители умолчали. Приобрести вы можете прямо сейчас на Амазоне за $700. Следующий борт — это Ivory Board, и на него успешно собрали деньги на проекте Indiegogo, и сейчас вы можете его приобрести у них на сайте. Весь комплект, в который входит все, кроме доски, стоит $1000. По поводу технических характеристик у них все достаточно хорошо. 2 мотора общей мощностью 2000 Вт, максимальная скорость 40 км в час, может подниматься на 30% уклоны, а заряда батареи хватает на 25 км. Также особенностью этого электроскейта является то, что вы можете поменять батарею в считанные секунды, а его колеса вы можете построить для езды по городу или пересеченной местности. У него в комплекте идут 2 пары покрышек. Последний на сегодня электроскейт можно было бы отнести к первому выпуску, потому что его главной особенностью является то, что он весит всего 4,5 кг. Но даже с учетом его веса на одной зарядке он едет 29 км, а его максимальная скорость составляет аж 46 км в час. А при заказе на их официальном сайте вы можете выбрать размер колес, который колеблется от 77 мм до 101 мм, что достаточно прикольно. А на этом у меня все. Поддержи ролик лайком, оставь комментарий, а ссылки на все сайты и мою группу ВКонтакте и мой Инстаграм ты найдешь в описании. До скорого и пока!